А, нифига там рыбы сколько. Это сом. Или нет? Что это? Добрый день, дорогие друзья. Вы на канале Falcon Top. Меня зовут Сергей, и мы начинаем. Сегодня мы смотрим видео, в котором полная реставрация Део Ланос, или, ну, у нас в стране это Chevrolet Lanos, насколько я понимаю. Поехали. Ну, сначала мы ее, естественно, из воды вытащим. Ну, кстати, прикольно было бы еще там рыбку наловить какую-нибудь, 100%. Машины прям. Так, руль на месте. Все проверяем. Нормально там глины внутри. Дайте чуть мотнем. Блин, классное место. Я б там самов ловил. Так, лебедочка на месте. Угу. Так. Крылья немножечко там в шпаклевке. Руль на месте. Мы все еще об этом помним. Ну, в целом все есть. Смотрите, сколько улиток. Блин, кайф. Улитки прям на продажу. Прям чувствую. Прям. Я б такие ел. Ну что, сиденье кожа в Деоланосе? Хорошая комплектация, видимо. Колеса не простукиваются. А, улиток она собирает. Я говорю, она их есть будет 100%. Так, они рыбку туда положили. Так. А, нифига там рыбы сколько. Это сом. Или нет? Что это? Это сом. Все, самов бы там ловил однозначно. Прям машиной бы, пофигу. Еще есть что? А, вон еще рыбка. Короче, выкинул из машины. Ну, просто на полмесяца хватит еды. Какая-то. В багажнике есть там и? Ну, там улиток было прям бомба.
Ну, пока на улиток себе. А, нет, самы тоже есть. Блин, кайфово. Смотри, пол-ведра, блин. Так это видео не про реставрацию, это про рыбалку видео, судя по всему. Все, я поехал. Где это? Я поехал. Самов наловлю. Так, подкачиваем колеса. А что с видео? Почему оно такое заблюренное? Давайте вот так вот. О, получше качество стало, извиняюсь. Колеса накачиваются уже хорошо. Самов в колесах нету. А это жалко. Простаивает место под самов. Так. Ну, машина целенькая. В целом все, ну, гуд. Крыло мятое, да. Но крыло шпаклевки, крыло мятое. Так в целом пары есть, стекла есть, все есть. Ну, как будто нормально. Тормоза, видимо, тоже есть, раз они ее на трассу спокойно везут. Все, ладно. Тут посмотрели рыбную ловлю, как бы. Так. Двигатель есть. Проводов нет. Интересно, у них распространенные вот эти вот марки машин? Ну, понятно, здесь все в грязи. Это все моется прямо на месте, можно мыть. Мотор тоже нахлебался воды. Ладно. А, ну и прям так она все смывает. Хорошо. Так. Ну, тут вообще все смывается, все идеально, пороги есть. Кстати, сиденья кожаные. Видимо, сами кожу как-то ну, зарядили. Хорошая комплектация, видимо, какая-то. Самы тут нагадили, сразу видно. Потому что сиденья кожаные, вообще охереть можно, конечно. Сейчас она багажника... А, это бак топливный, видимо. Или нет? Она дренажное отверстие нашла. Хорошо. Так, откручу сиденье. Как же хорошо у них откручивается сиденье. В целом машина не сильно гнилая. Все в целом хорошо у нее. Сиденья, кстати, ну, довольно-таки хорошие. Обтянутые как кожей. Ремешки долой. Консоли снимаются. В принципе, все хорошо. Все откручивается. Кожаные элементы все вот на... Нифига себе, там воды добавилось. Ну, там улитки вон еще есть. Вон. Вот, есть дренажные отверстия. Бардачок снят. Консоль. Это магнитола.
Это блок управления печкой. Там, наверное, нету все-таки. Хотя, подождите, там кондиционер есть или нет? У меня вот интересно. А, вот кнопка АЦ есть. То есть там кондей есть. Что на ланосах очень редко встречается. Ну, хорошая комплектация, видимо, на экспорт хорошо делали. Так, хорошо, она все разбирает, все моет, все чистит. Так. Ну, кстати, провода целые, все целое. Пары немножко уставшие, но их полирнуть, и все, и будет нормально все. Так, 6-й раз она моет. Моет, моет, моет. Моет, моет. И она все моет и моет и моет. Все сохнет. А пока просушивает блок. Так. Все сушит. Так, предохранители релешки снимает. Надеюсь, она сфоткала перед тем, как потом это все обратно ставить. Угу. Извините, я чуть-чуть доебусь. Угу. Угу. Да, нормально. Ну, в разные стороны здесь, но похеру. Типа, общий план соблюден. Нормально. Было интересно просто, попадет она обратно или нет. Вроде все норм. Ну, просушивает все контакты. Молодец. Все четко, соглашусь. Так, это блок. Это блок. Чего это? Блок ЭБУ. Угу. Хорошо. Ага. Вот мы и пришли к техническим характеристикам автомобиля. Выхлопная труба снята, двигатель вытащен. А, прям вот так вот. Настолько быстро все разбирается. Так, бак. Выхлопная труба. А что это такое? Что это такое? Что это такое? Ну-ка, ну-ка.
Вот, технические характеристики пошли. Снятие выпускного коллектора приемной трубы, точнее. С выпускным коллектором прям сразу. Катализатора там нету, да, судя по всему? Нету. Это обычная модификация, самая простенькая двигателя. Так, суппорта откручивает. Рычаги шаровые откручивает. Это чтобы стойку снять, но при этом, чтобы рычаг не снимать. Наконечник открутила. Стойку сверху открутила. Все, вот она вместе с приводом это сняла. Масло капает в тазик, все четко. Все нормально, как и должно быть. Так, наконечник сняла, вторую стойку сняла. С приводом, соответственно. А тут я немножко посмотрю, мне интересно, насколько там... пыльник вот на гранате просто рассыпался, наверное, так сказать можно. На 4, на 6 частей. И сам привод в говне. Короче, вот это надо смазывать и новый пыльник одевать, иначе это все захрустит через 2 дня. Ну, сейчас посмотрим, будет ли она это делать. Может быть, и так оставит и поедет нормально. Не, то, что она будет ездить первые 2 дня, это без проблем. А вот что будет дальше с ней, вот вопрос. Так как у нас здесь полная реставрация, я думаю, что она все-таки пыльник заменит и набьет смазку и так далее. Снимаем с подушек двигатель. Ставим двигатель на телегу. Так. Теперь машину будет поднимать? Она уже подняла. Домкратит. Сзади, да? Так, сзади домкратит. Глушитель снимает. Нормально. Так. Это чтобы бак снять. Все правильно. Все, она сняла бак. Открутила топливный насос, снимает. В баке ржавчина жесткая. Бак непонятно, целый, не целый, потому что, обычно в баке ржавчины такой не бывает. Там все-таки топливо. Может быть, долго стояло или... Все это в мойке. Сливает она ржавчину. Все моет в комплексе. И вот разборка мотора, видимо. Поехали. Генератор крутила. Так. Шкив колена, шкив пом. Шкив гидроусилителя. Крышки ГРМ. Гидроусилитель. Ролик. Помпа очень ржавая. Ничего себе, она быстро как все снимает. Нормально, нормально. Так. Стартер. Крепление подушек. Так, это... она прям на месте сняла... Сняла сначала... механизм выбора передач, а потом уже коробку. Тут разницы нету. Особо, как бы, ничего не... Разницы не будет. Поехали дальше.
Так, лепестки. Смотрите. Это вот говорит о том, что сцепление рабочее, лепестки открылись при снятии маховика. Сразу. А почему оттуда потекло? Хм. Ну, есть только отверстия сквозные, что странно. Обычно, даже если отверстие... А, ну может быть. Клапанную крышку, головку. Головку она прям выкинула. Сливает воду с двигателя. Так, поддон картера двигателя. Эмульсия. Тут видно, что, кстати, двигатель полежал на дне океана. Масляный насос был. Бугеля все снимает колено. Дождик. Эмульсия. Эта коробочка, скорее всего, откручивается. Верхняя крышка. Снимается три стопорных кольца. Так, снимается механизм шестереночной коробки. Это, видимо, чтобы просто промыть от воды. Большой таз. Блин, кайфовый таз. Ну, честно, колено целое, поршня в целом, ну, неплохо выглядят. Ну, изъянов никаких нету, как бы, вроде как. Прям под воду, под дождь. Вода с каким-то раствором. Это сухое молоко, видимо. Или это порошок стиральный. Ладно, давай мой быстрее. А, просто откисляет. С какой-то щелочью, наверное, не знаю. Так. Еще полежал в воде, хорошо. Это все масляное все еще. О, это пескострующий. Пескострующий. Стенд пескострующий. Но вот этот вот пластиковый элемент, надо было снимать, потому что, ну, как бы песком, ну, зафигачишь. Это механизм спидометра. Там шестеренка внутри, это все пластиковое. Ну, нормально, она все отпескоструила. В целом неплохо выглядит. Ну и пошла сборка, наверное, да, судя по всему. Так, маслица есть, хорошо. Угу. Прокладка. Механизм шестереночный вставляем обратно.
Не-не-не-не-не, тихо, 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 тихо. А он нормально там встал? А, ну вроде да, вроде встал. Ну, так нельзя просто. Это надо сначала вставить, а потом закручивать точно. Так, шестеренки. На них вот этот вот механизм выбора передач тоже ставится, который впоследствии нужен нам будет. На шестеренке ставится стопора обязательно. Так, прокладка. Прокладку как-то без уважения она, конечно, поставила. Как будто можно было герметиком примазать чутка, но ну и пофигу на самом деле. Может нет герметика, но прокладка тоже пойдет на самом деле. Паранит как-то. Механизм выбора передач обратно. Так, сборка двигателя. Колено на месте, маслом намазала. Все отлично. Так и должно быть. Так. Коренные бугеля поставила. Надеюсь, в том же... А, да, ничего себе. Она еще и затягивает, как головку блока цилиндров. Смазывает цилиндры маслом. Ну, видимо, чтобы поршня хорошо зашли. Оправка. Так, оправка. Отлично. Поршня какие-то покусанные все. А что с поршнями? Вот это что такое? Вот это, вот это. Это что такое? Ну, я не видел, конечно, когда она снимал, чтобы вот на них такое было. Это же... Ну, вот здесь как минимум неровные они. Здесь все в порядке. Так. Ну, как будто в разные стороны поршня стоят. Давайте третий для полной уверенности. Эти два в одну сторону, а этот в другую. Так. Блин, я очень хочу посмотреть, как это по итогу будет выглядеть. Так. Так, хорошо, она прикрутила. Колено прокрутила. Колено чем прокрутила? Затяжами. Ну, должно руками прокручиваться, если честно. Прям жестко руками прокручиваться. Прям вот так легко. Сальничек поставили. Масляный приемник ставим. Так, все в прокладках. Прям хорошо. Так, гидрокомпенсаторы. Все смазано, отлично. Ставятся на них аркера. Так. Все это герметиком. Герметика, я думал, нету. Угу. Так, хорошо, намазано. Очень вот здесь вот. Все, ладно, там сошлось все плюс-минус. Так, научили ее закручивать. Блин, она затягивает динамометрическим ключом. Вы посмотрите на это. Это, возможно, реально поедет, кстати. Это на герметике хорошо. Опа. Сальник распредвала. Ну, технически, как бы, вот тут вот пружинка стоит, можно пружинку было подтянуть, и она типа по распреду нормально бы ходила. Но, не знаю, внешняя часть на герметике как будто стоит.
Сальника колена вообще, по-моему, нет. А, есть. Есть. Все нормально. Подожди, а как она шестерню коленвал туда поставила? Я не понимаю. А, тут есть шпонка. Со шпонкой нормально. Я подтверждаю, так можно. Так, есть метки. Метки есть, кстати. И здесь есть метка где-то. Все по меткам ставит. Ладно, все по меткам ставит. Я... Мгм. Так. Фильтр снимала, когда мыла. Молодец. Ну, вот эта сборка уже похожа на то, что она поедет, да. Так. Это трубка от помпы, видимо, к термостату должна идти. Пустой коллектор. Вот это вот мне не нравится. Там была куча воды. Вот это надо с резьбовым герметиком, раз оно течет. Так, надеюсь, она все это отцентровала. Ладно, здесь вопросов нету. Стартер. Все, стартер прикручивается. Генератор ставится ремень. Ремень рваный. Какой рваный ремень? Да, ремень рваный, и вот это порвется. Ну, в ближайшее время. Вот такого нельзя допускать. Это в лоскуты просто разойдется и рванет в какой-то момент. Но у нас здесь сборка все-таки такая в тяжелых условиях, как бы, когда нету деталей, когда ну, ничего нет для того, чтобы собрать двигатель буквально, кроме пронитовых прокладок, поэтому вопросов нету. Такой ремень пойдет, он действительно заведет двигатель. Ну, точнее, заработает генератор от него и так далее, но недолго. Все, двигатель собран, вопросов нет. Двигатель хорошо собран. Не было проводов, я знаю, на двигателе. Высоковольтных проводов. Так, прикрутил к подушкам. Так, двигатель прикручен. Так, дроссельный узел чистый. Вроде там даже не покрашено, что странно. Обычно все, что есть на машине, все... Вот это вот жестко, ну-ка. Она вставляет форсунки. С разными прокладками. С маслом. С маслом правильно. То, что ну, резиночки немножко подсмазать, грубо говоря, надо было. Чтобы они плотно зашли и не порвались. Провода откуда-то взяла. Так, знает в какой последовательности. Тут все подписано, видимо. Да, все подписано. Ей все подписали, или она сама подписала, загуглила, как это работает. Так, выпускной коллектор ставит. Радиатор ставит. Воздушный фильтр. Так. Нет, на привод тот же самый ставит. Так, привод она тот же самый. Стоп.
А куда она его втыкала там сейчас? Нет, сальник есть, сальник есть. Главное теперь его не порвать. Так. Колодочки. Так, она все это закручивает. Наконечник рулевой тоже закрутила. Все нормально. Там немножко подсгнило, но по идее нормально. Одну поездку точно выдержит, а дальше посмотрим. Так. Борозда слишком большая. Пыльник разорван в щепки просто. Борозда слишком большая. Блин, как она? Это будет больно, когда она поедет на ней. Она не попадает в сальник. Вот эта вот поверхность должна попасть вот в этот сальник. Там резиновый сальник, который вот по этой поверхности должен ходить. Вот, кстати, борозда очень большая и ржавая. Вот тут шлифануть надо было, чтобы более-менее сделать зеркало, чтобы там не было повышенного трения, чтобы сальник не вышел из строя раньше времени. Но это нам сейчас не интересно. Он вошел с молотка. Нормально. Так, закручивает рычаг шаровый в рычаге. Все возвращает в исходную. Суппорта, колодки. Диски, кстати, интересно выглядят. Так, насос на место поставлен. Очень как будто в нагрузке он поставлен. Стоп. Как будто он в нагрузке не должен стоять. Ну ладно, это может быть так и должно быть. Я вот тут вот не могу сказать точно. Так, это закрыто. Кстати, там не было никаких резинок, я насколько понял. Ну и пофиг. Тут не обязательно резинки. Ну, немножко пахнуть топливом будет. Возможно, разливаться. Возможно, воспламенится что-то. Но ничего страшного. Это не самое главное. Так. Как будто гофре хана тоже. Вот тут вот. Ну ладно. Тут не суть. Выхлопная система не влияет на работу двигателя или там. Тут вообще, в принципе, ни катализатора, ничего нету. Она ни на что не влияет, кроме как на звук. Так. Ну там на самом деле резинки внутри. Нормально все. Должно работать. Закачка масла идет. В коробку, видимо. Да, в коробку. Потекло. Все, можно снимать. Все четко по уровню. Молодец. Придраться. Я удивлен. Мне впервые не придраться к технической составляющей. Все на прокладках, все. Единственное, поршни вот эти вот, но я думаю, что там сильно они задиров не сделают. Самое главное, чтобы они не пропускали. Ну, вместе с водичкой. Ну она там вроде под навесом. Все, топливо на месте. Так, забито гвоздями. Ладно, я шучу. Молоточком просто перестукнула, ничего. Вот так бы она не завелась бы никогда в жизни. Ей надо было бы крутить до того момента, пока топливо... Ну, хотя, может быть, она до того, как села в машину, покрутила немного, чтобы топливо добралось до топливной рампы, а то, ну, вот так вот оно не заведется. Ну, наверное... Ого, ничего себе.
целом мотор ровно работает. Вполне себе. Там хруст был. Там вот из-за шруза звук дополнительный появился. Такой пердежный. Так, крыло она выпрямила, зашпаклевала. Ну вообще всю машину зашпаклевала, жестко. Так, ну, кстати, результат. Машина действительно заведется. На удивление. Должны же быть видосы, где машина действительно заведется. Да понял я, что это так. Колеса она прикрутила колеса и покрасила. Угу. Хорошо. Так, по технической составляющей, в принципе, кузов мне не сильно интересен, поэтому я, наверное, на этом остановлю, потому что, ну, что может пойти не так? Машина уже точно поедет. Двигатель заводится. Двигатель по-честному заводится, но единственное, я не понял, может быть, они там покрутили и топливо нагнали в топливную рампу, чтобы вот так вот она с полуоборота завелась. Но по техническим проблем быть не должно. Машина просто утопленник. Ее бросили в воду, или там просто наводнение произошло, и вода поднялась прямо в машину. В целом, двигатель, ну, там на поршеньке, вот единственный нюанс был на поршеньке, небольшая там, как это, углубление и мятины. Вот мятины может быть проблемой. Но в целом мотор все равно заведется, он с кольцами, он там на кольца это никак не повлияло, то есть это верхняя кромка, там может быть задиры на цилиндре появиться, но так в целом мотор завелся бы. Тут я полностью согласен, все на прокладках, все везде залито, даже сальники более-менее выглядят неплохо, хотя я уверен, что они текут. Нельзя второй раз ставить сальник. В их случае можно, потому что, ну, в тяжелых условиях производится ремонт. В данном случае не ремонт, а разборка-сборка, дабы убрать воду, чтобы не было эмульсии. Поэтому эмульсию убрали, мотор, масло залили, подачу топлива организовали, провода нашли. В целом мотор заводится, все good. По косметической составляющей, ну, я, наверное, дальше не буду смотреть, так как все-таки не мой профиль, я больше по технической составляющей. А косметическая уже, ну, для других людей, так скажем. Все, спасибо всем за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до следующего видоса.